Утреннее солнце приятно грело бок через чуть приоткрытое окно машины. Ветер трепал шелковистую шерсть на ушах, принося с улицы сотни дразнящих ароматов. Сухую листву, свежую выпечку из пекарни на углу, выхлопные газы и далекий запах скошенной травы. Электра обожала поездки на автомобиле. Для нее каждый такой выезд всегда означал праздник. Поездку на собачью площадку, долгожданную вылазку к озеру или хотя бы совместный поход за покупками, где на обратном пути ей обязательно доставался кусочек хрустящего печенья. Она сидела на заднем сиденье, положив тяжелую гладкую морду на спинку водительского кресла, и время от времени шумно выдыхала человеку в шею. Человек молчал. Он не включал музыку, как делал обычно, и не протягивал руку назад, чтобы потрепать ее за ухом и сказать привычное «Кто здесь хорошая девочка?». Его пальцы до белизны сжимали руль, а взгляд был прикован к серой ленте дороги. Но Электра не искала в этом дурных знаков. Собаки не знают человеческого лицемерия. Их мир построен на абсолютном слепом доверии. Если ее человек рядом, значит, мир в безопасности. Машина свернула в незнакомый промышленный район, где аккуратные домики сменились серыми бетонными заборами и тусклыми складскими ангарами. Автомобиль затормозил на пыльной парковке перед невысоким зданием с тяжелой металлической дверью. Электра выпрыгнула на асфальт первой. Она нетерпеливо натянула поводок, готовая исследовать новое место. Здесь пахло странно. Запах был густым, тревожным и незнакомым. Смесь едких дезинфицирующих средств, старого железа, дешевого сухого корма и страха. Сотни незнакомых запахов других собак, которые звучали где-то глубоко за стенами глухим, монотонным хором отчаянного лая. Электра слегка прижала уши, но тут же оглянулась на хозяина. Тот уверенно держал рулетку. «Раз он спокоен, бояться нечего», — решила она и послушно потрусила за его ногами по ступенькам крыльца. Они вошли в светлый, выбеленный кабинет с холодным линолеумом. За стойкой сидела девушка в синей форменной жилетке приюта. Когда они вошли, девушка оторвалась от монитора, и ее лицо на мгновение дрогнуло. Знакомая смесь профессиональной выдержки и скрытой наболевшей тоски, которую работники подобных мест носят под кожей годами. «Вы уверены?» — тихо спросила она, глядя поверх очков на мужчину. «Да, семейные обстоятельства. Я больше не могу ее держать», — глухо ответил он, не поднимая глаз от стойки. Началась рутина, которая для людей измеряется подписями на бланках об отказе от прав собственности, а для животного становится невидимой границей между жизнью и небытием. Мужчина заполнял бумаги. Имя — Электра. Порода — питбуль-терьер. Возраст — 5,5 лет. Вакцинирована, стерилизована, здорова. Пока скрипела ручка, сотрудница приюта опустилась на корточки рядом с собакой. Она заговорила мягким, ласковым, певучим голосом, протягивая открытую ладонь. «Привет, красавица!» «Какая же ты умница! Какая ладная!» Электра мгновенно расцвела. Питбули обладают удивительной способностью выражать радость всем своим мускулистым телом. Ее купированный хвост заработал как пропеллер, ходя из стороны в сторону так сильно, что виляла вся задняя часть туловища. Она доверчиво подалась вперед, ткнулась влажным носом в пальцы девушки, шумно вдохнула запах лакомств и доброты, подставив гладкий лоб под нежные поглаживания. Она улыбалась той самой широкой, открытой собачьей улыбкой, от которой сморщивается нос и обнажаются зубы, выражая чистейшую детскую признательность. «Смотри, человек, со мной все в порядке, меня хвалят», словно говорила она всей своей позой, ожидая, что хозяин сейчас улыбнется, окликнет ее, и они вместе пойдут к выходу. Но человек не повернулся. Он положил ручку на пластиковую стойку, коротко бросил поводок на край стола и быстрым, торопливым шагом направился к выходу. Звякнул колокольчик над входной дверью. Щелкнул тяжелый замок. Электра замерла на полуслове, на полудвижении.
Хвост, секунду назад отбивавший радостный ритм по линолеуму, медленно опустился. Собака повернула голову к закрывшейся двери. Она ждала знакомого звука, свиста, хлопка по бедру или короткой команды «рядом». Но за мутным стеклом двери лишь мелькнул знакомый темный силуэт куртки, стремительно удаляющийся в сторону парковки. Сотрудница приюта не переставала снимать происходящее на телефон. Она держала камеру включенной, чтобы зафиксировать первичное состояние поступившего животного, но в этот момент ее рука дрогнула. Объектив поймал то, что позже разобьет сердца миллионам людей по всему миру. Момент, когда сознание собаки пронзает абсолютная, леденящая истина. Это была трансформация, занявшая всего несколько секунд, но казавшаяся вечностью. Электра сделала шаг к двери, натянув поводок, оставшийся в чужих руках. Она шумно втянула воздух под дверной щелью. Запах хозяина таял с катастрофической скоростью, растворяясь в выхлопных газах заводившегося мотора. За окном проурчал двигатель, колеса с хрустом провернули гравий, и машина уехала. Навсегда. Плечи собаки медленно опустились. Напряженная, полная энергии стойка атлетичного питбуля словно сдулась изнутри, рассыпалась прахом. Электра медленно повернулась к человеку с камерой. Ее спина ссутулилась, голова опустилась ниже уровня холки, прижимаясь к груди в жесте глубочайшей покорности и тоски. Но страшнее всего были глаза. В них не было агрессии, не было паники или злости. В этих золотисто-карих глазах застыло немое, взрослое человеческое горе. Это был взгляд существа, чей мир, выстраивавшийся годами вокруг одной единственной фигуры, только что рухнул без предупреждения, без вины и без шанса на оправдание. Она поняла все. Поняла, что эта комната — не временная остановка, что эти ласковые руки чужие, и что тот, за кого она без раздумий отдала бы жизнь, просто захлопнул за собой дверь и ушел. Электра медленно подогнула лапы и легла прямо на холодный пол. Она не скулила и не лаяла. Она просто положила подбородок на лапы и тяжело, прерывисто вздохнула, уставившись невидящим взглядом в пустоту перед собой. Вечером того же дня ее перевели во внутренний блок. Приютский вольер встретил ее грохотом металлических решеток и ледяным бетоном. Со всех сторон неслись крики, молодые псы прыгали на сетку, требуя внимания, старые безучастно лежали в углах, сбившись на мокрую солому. Электре выделили небольшую секцию в дальнем ряду. Ей постелили тонкое фланелевое одеяло и поставили 2 миски с водой и сухим кормом. Она не прикоснулась ни к еде, ни к воде. Свернувшись в тугой напряженный калач на самом краю подстилки, она старалась стать как можно меньше, словно надеялась раствориться в воздухе, исчезнуть из этой кошмарной реальности. Когда волонтеры проходили мимо, она лишь на мгновение приподнимала веки, и в ее глазах мерцала та же невыносимая скорбь. Той же ночью сотрудница приюта выложила короткий видеоролик в сеть. Без пафосной музыки, без громких призывов, только сухие факты. Кличка, возраст, порода и эти 20 секунд крушения собачьей души, запечатленные в одном взгляде. Видео вспыхнуло мгновенно. Оно распространялось подобно лесному пожару, перелетая из одной социальной сети в другую, собирая миллионы просмотров, сотни тысяч комментариев и репостов. Людей потрясла не столько жестокость самого факта сдачи в приют, увы, обыденного для больших городов, сколько осязаемость боли в глазах собаки. Невозможно было смотреть в эти глаза и продолжать верить в то, что животные не умеют чувствовать, мыслить и любить так же глубоко, как люди. Телефон приюта начал разрываться на следующее же утро. Звонили из других городов, из соседних стран. Люди предлагали деньги на содержание, присылали посылки с игрушками и теплыми пледами, требовали адрес, чтобы забрать Электру немедленно.
Но волонтеры знали, собаке с разбитым сердцем нужна не жалость сотен незнакомцев. Ей нужен был тот единственный человек, который сможет вернуть веру. Через 3 дня в приют приехала молодая пара. Они не вели себя как эмоциональные спасатели, пришедшие за знаменитой собакой из интернета. Они привезли тихое терпение, мягкость и готовность ждать столько, сколько потребуется. Когда Электру впервые вывели на огороженную площадку во дворе для знакомства, она шла неохотно, низко опустив голову и глядя исключительно под лапы. Женщина не бросилась обнимать ее. Она просто села на траву в нескольких метрах, опустив руки на колени, и стала тихо рассказывать о своем доме, о саде за окном, о теплом ковре у камина и о том, как сильно они ее ждали. Электра стояла не шевелясь. Ветер донес до нее новые запахи. Запах яблочного пирога, чистоты и спокойного человеческого тепла, в котором не было фальши. Она сделала один неуверенный шаг, затем второй. Подошла ближе, замерла и осторожно коснулась носом шерстяного свитера женщины. Пальцы человека медленно легли на ее шею, мягко поглаживая за ушами. Именно там, где она так любила. Впервые за эти бесконечные серые дни кончик хвоста Электры дрогнул и сделал робкое неуверенное движение. Процесс оформления документов занял меньше часа. Когда щелкнула дверь автомобиля, на этот раз просторного универсала с мягким пледом на заднем сиденье, Электра запрыгнула внутрь без страха. Она снова положила морду на край открытого окна, подставляя уши встречному ветру. Боль утраты не исчезает в одно мгновение. Но в золотисто-карих глазах собаки, пока машина выезжала на залитое солнцем шоссе, сквозь затянувшуюся тучу печали снова пробивался свет. Свет робкой, но возвращающейся надежды.